принесла мышкам, одуванчики, и вот, у нашего Пухиша это первые листики. Я его немножечко спугнула. Он так хорошо их ел, сидел тут. Сейчас иди сюда, Пухиш. Это первые листики нашего малыша. Ну, в смысле, его, конечно, кормили там, где он жил. Но здесь, вот так получилось, что, у нас не получалось, достать, свежих листьев, потому что были дожди, а потом у нас все скосили, и, в общем, наши хомячки сидели без зелени, приходилось давать им разные фрукты, овощи. И вот, сегодня наконец-то немножечко отросла травка, и мы им нарвали, вот я им нарвала липу, подорожник, клевер, там цветочек даже есть, вот он немножечко так растрепался. Пухиш, ты будешь цветочек есть? Давай цветочек. Вон, смотри, какой цветочек. Ну, куда ты сразу побежал? Куда ты побежал? Смотри, цветочек. Цветочек для хомячка. Будешь цветочек? Ну, может быть, это первый цветочек в твоей жизни. Я не знаю, тебя когда-нибудь кормили цветочками клевера? М? Пухиш, тебя цветочками клевера кормили? Ну вот, все, нервничает. Смотрите, какой он пушистый растет. Это у нас Тедди, вообще шерстка Тедди. Это не ангорский хомяк, это именно вот шерсть Тедди. Есть еще рексы. Я вообще в первый раз вижу, что они в опилках вот так вот, как будто бы купаются. Я даже не знаю, может быть, ему надо поставить песочек. Кто знает, расскажите, пожалуйста, нужен ли вот таким вот хомячкам песок. Может быть, они как шиншиллы должны купаться. Вот так вот оборудовали клетку Пухишу, да, поставили колесо. Вот кто первое видео смотрел, видите, здесь он сделал себе гнездо. Сделал он его в первую ночь. Причем он сам каким-то образом это колесо отодвинул в ту сторону. Вот. И мы ему поставили вот такой вот домик маленький. Вон он там сидит, да, в этом домике. Он любит там копаться. Значит, поставили вот такую лазалку. Эта лазалка, она сначала была в клетке у Персика, но Персик что-то от нее застрессовал, и мы убрали. Потом, значит, поставили вот такой вот мостик. Сейчас отсюда вот так вот сниму. И здесь у него корм, и там у него туалет. И еще у него вот здесь вот качельки. Вот, качельки висят все в одном цвете. Вот такой еще немножечко осторожный малыш. Он очень ручной, он очень классный, но немножечко еще осторожничает, конечно. И вот не знаю, что он там в этом углу как-то купается странно. Не знаю, не могу понять, почему он так купается. Я вообще никогда не видела, чтобы хомячки, вот сирийские, чтобы купались. У нас были сирийские хомячки, они никогда не купались, даже не пытались купаться. Вот. И вот где мы брали этого хомячка, нам не сказали, что нужна купалка для них. Но я, я думаю, что надо попробовать взять ему купалку, потому что он прям действительно купается. Смотрите, как интересно. Он прям как будто хочет в каком-то песке помыться, почиститься. Реально очень интересно, забавно. Я в первый раз с таким сталкиваюсь. В общем, у кого-то есть хомячки, которые сирийские хомячки, которые реально купаются в купалках. Может быть, вот этот тип шерсти, что им нужно купаться, я не знаю. То есть он себе там устроил какую-то вот такую купалку, ванну. Вот он, я не знаю, странно, очень странно. Пухиш, тебе нужна купалка? Расскажи нам, Пухиш, тебе купалка нужна, малыш? Надо попробовать поставить, но надо погуглить там какой-то песок особый.
вроде бы не как для шиншилл, а что-то такое покрупнее. Смотрите. Так. Ну, вон он в домике. Ест. Ест в домике. Забрался в домик вот и ест свои вкусняшки. Вот так вот спрятался от нас. У меня были хомячки, которые прям в руках ели, но этот что-то в руках пока что не ест. Но я его приучу, я думаю, и покажу вам, как он будет есть в руках. Он сидит малыш. Но пушистый-пушистый, такой пушистый, как реально вот пух. Поэтому и назвали его Пухиш. Потому что настолько пушистых я еще не видела. Это хомячок Тедди, это как я и хотела. Это пух Тедди. Есть еще Рексы, они такие более волнистые. Мне кажется, у него там были родственники Рексы, по крайней мере, остальные хомячата были немножко с волнистой шерстью. Вот. Вот так вот у нас сегодня, не знаю, что завтракает или ужинает наш Пухиш. Вот такой вот милаха.